Всем привет! Сегодня мы с вами обсудим несколько социальных ситуаций, которые подразумевают под собой определенный сценарий поведения. Эти сценарии не всегда очевидны для аутичных людей, поэтому мы разберем 4 сценария. Первый сценарий: вас приглашают на вечеринку. Вам говорят: приходи на вечеринку. Казалось бы, прийти достаточно. На самом деле, прийти, сесть в угол, отвернуться от людей — этого недостаточно, потому что приглашение прийти на вечеринку подразумевает под собой, что вы будете участвовать в общем общении. Вы будете, возможно, кушать, возможно, выпивать алкогольные и безалкогольные напитки. Вы заинтересованы в общении, если вы приходите на вечеринку. То есть вы готовы поддержать беседу. На вечеринке часто бывают танцы, возможно, бывают песни, в которых тоже подразумевается, если вы соглашаетесь прийти на вечеринку, что вы теоретически готовы в этом участвовать. Поэтому не удивляйтесь, если вы пришли на вечеринку, сели в угол, отстранились от людей, а к вам начинают подходить люди и заговаривать с вами. Это происходит потому, что люди считывают ваше появление как сигнал, что вы готовы общаться. Возможно, вы стесняетесь, возможно, вы робеете. Поэтому люди пытаются вам помочь, они пытаются вас включить в свой круг общения. Потому что приход на вечеринку подразумевает общение. С этой ситуацией мы закончили разбираться. Если будут уточняющие вопросы, то вы задавайте их, пожалуйста, в комментариях, я на них отвечу. Второй сценарий: вас приглашают готовить десерт. Например, ваша подруга говорит: приходи ко мне сегодня, мы с тобой будем готовить что-то вкусненькое. Казалось бы, она просто предлагает приготовить что-то вкусненькое. На самом деле, эта ситуация готовки десерта подразумевает разговоры о том, как проходит ваша жизнь, что нового случилось, как ваши дела. То есть пока вы готовите, вы разговариваете о том, что вас тревожит, о том, что ее волнует. Потом вы готовите десерт, и после этого обычно подразумевается, что вы остаетесь и кушаете этот десерт, пьете с чаем и продолжаете общаться. То есть приходи ко мне, мы приготовим с тобой что-то вместе, подразумевает, что мы с тобой будем общаться, готовить и пробовать этот десерт. Следующая ситуация — это когда вас подруга приглашает прогуляться по магазинам, или сделать шопинг, или пойти вместе за покупками. Это также подразумевает не чисто покупки, не только что вы будете ходить и делать покупки, но также, что вы будете общаться. Вы будете разговаривать на темы, которые важны для нее, которые важны для вас. То есть это возможность провести вместе время и поговорить о важных вещах. Плюс сделать какие-либо покупки, которые вы давно запланировали или которые вы спонтанно захотите совершить. Шопинг включает весь процесс общения плюс покупки. И четвертая ситуация, когда подруга или друг приглашают вас пойти в баню. Здесь контекст очень сильно зависит от того, человек одного с вами пола или нет. Потому что если это подруга, вы девушка, и это подруга, или вы мужчина, и это друг, приглашает вас пойти с ним вместе попариться в баню, или в спа, или в сауну, то здесь подразумевается какое поведение? Вы будете вместе сидеть в бане, вы будете, возможно, парить друг друга вениками, вы будете разговаривать на какие-то смешные темы, важные темы, легкие темы. Возможно, вы будете пить травяной чай, или в зависимости от компании, может быть, кто-то будет пить алкоголь, может быть, кто-то будет пить квас. Ну, то есть будут, скорее всего, какие-то напитки. После бани, возможно, люди будут натирать себя маслами, ухаживать за своим телом. Если же вас приглашает пойти в баню, в спа человек противоположного пола, то здесь велика вероятность, что он намекает на интимную близость с вами.
потому что ситуация бани — это распаренные тела, полуобнаженные тела, и здесь часто возникают сексуальные импульсы. Поэтому, если человек противоположного пола предлагает вам пойти с ним вместе в баню, то стоит серьезно подумать, нужно ли вам это, потому что здесь велика вероятность перехода в интимную сферу отношений. Подробнее про флирт и знакомство я сделаю видеокурс. И если вам какие-то вопросы кажутся особо важными, то вы их тоже задавайте в комментариях, чтобы я их осветила в этом курсе. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Мы с вами разобрали 4 разных типа ситуаций, которые подразумевают определенный стереотип поведения в зависимости от контекста. В следующих видео будет аналогичный разбор различных ситуаций с подразумеваемыми подтекстами поведенческими. Поэтому, если вам актуально, подписывайтесь, ставьте лайк и следите за новыми выпусками. Всего вам доброго, пока!